Послание ангелов. Свет утешения. Благословенная душа, остановись и прислушайся, потому что то, что оказалось перед твоими глазами именно сейчас, не случайность и не мимолетный эпизод, а назначенный свыше момент, в который небесный покровитель, ангел благословения и тихого восстановления, приблизился, чтобы сказать тебе то, что твое сердце давно просило в глубине, даже если твои уста молчали. Ты, возможно, просто листал ленту, ничего не ожидая, пытался отвлечься от внутреннего напряжения или усталости. Но именно этот миг был вписан в твою судьбу задолго до твоего рождения. Небеса остановили все, чтобы это послание встретилось с тобой здесь и сейчас. Без ошибки, без случайности, по точному божественному замыслу. Ты чувствуешь внутри странное щемление, будто что-то зовет и тянет, но ты не мог понять, что именно. Это был не стресс и не пустота, это был небесный зов. Ибо небесный заступник тихо шептал твоему сердцу в те моменты, когда слезы подступали без причины. Когда ночью ты смотрел в темноту и спрашивал: почему я так одинок? Почему мне так тяжело? Видит ли кто-то, что происходит со мной? Ты улыбался, когда внутри все рушилось. Поддерживал других, когда собственная надежда почти угасла. Делал вид, что справляешься, хотя сердце трескалось по швам, и все это время небо видело тебя полностью. Каждый тяжелый вдох, каждую ночь, когда подушка впитывала слезы, каждую попытку собрать себя, когда сил почти не оставалось, духовный проводник стоял рядом. Ты считал, что держишься на собственных усилиях. Но это была рука Господа, удерживающая тебя, когда ты не замечал присутствия света. И сегодня Он говорит: это не конец твоей истории, это точка восстановления. Я пришел, чтобы вдохнуть жизнь в каждое место, которое кажется мертвым. Дорогая душа, прежде чем ты сделаешь следующий шаг, останови ход времени. Удели этому тихому голосу 10 минут полного внимания. Отложи все дела. Прямо сейчас светлый наставник настраивает твое сердце на чистоту небесного покоя. Не закрывай это окно. Твое утешение стучится в него. Ты даже не представляешь, от каких бурь тебя уже укрыли и через какие огни тебя провели незримо. И то, что ты слышишь это сейчас, не совпадение, а небесная помощь, отправленная прямо к тебе. Каждый раз, когда в груди поднималась тяжесть, это был знак, что твое сердце нуждается в исцелении. Каждый раз, когда подступал страх, это была попытка вестника успокоения достучаться до тебя. Каждый раз, когда ты чувствовал себя невидимым, небеса готовили момент, когда покажут: ты замечен, ты важен, ты любим. И теперь небесный наставник говорит: ты нес груз, который никогда не был предназначен твоим плечам. Ты построил стены, думая, что они защитят тебя, но именно они мешали моему исцелению достичь тебя. Отпусти. Я здесь, чтобы снять тяжесть и вернуть тебе жизнь. Сделай глубокий вдох, положи руку на сердце и скажи тихо, но твердо: я принимаю благословение небесного покровителя. Чтобы закрепить это действие в духовном пространстве, напиши эту фразу в комментариях. Подпишись на канал «Время Ангела». Поставь лайк и возвращайся к этому посланию каждый раз, когда почувствуешь тяжесть или пустоту. Оно будет вновь наполнять тебя светом, покоем и тем небесным теплом, которое столько времени пыталось найти путь к твоему сердцу. Дитя небес, а теперь приготовься. Мы переходим к самому важному. Не уходи сейчас, впереди раскрывается истина о твоей ценности, которую ты так долго не позволял себе принять. Дай этим словам коснуться самых защищенных уголков твоей души и просто слушай дальше. Архангел Варахиил раскрывает тебе истину, которую ты слишком долго не позволял себе принять. Ты венец творения Божьего. Ты никогда не был ошибкой, случайностью или запоздалой мыслью. Каждая часть тебя была сформирована с намерением. Были времена, когда ты сомневался в собственной ценности, когда мир убеждал тебя, что ты слаб, что тебе чего-то не хватает, что ты недостоин. Но правда остается неизменной: ты именно тот, кем был задуман. Ты достоин не потому, что ты все сделал правильно, а потому что Божье присутствие живет внутри тебя. Любовь Господа к тебе не зависит от достижений, она не хрупкая и не временная. Она не исчезает, когда ты падаешь. Она постоянно, устойчива, она вечна. Даже в самые темные периоды твоей жизни ты оставался возлюбленным. Ничто из того, что ты пережил, не заставило небо отвернуться. Это момент, в котором искупление становится не абстрактным словом, а живым вмешательством. Прямо сейчас небеса склоняются, чтобы провозгласить мир посреди твоего внутреннего хаоса. Услышь, твое предназначение живо. Оно не отменено, не истекло и не забыто. Впереди тебя ждет больше, чем все, что ты оставил позади.
Хранитель благословений возвещает о начале восстановления. То, что было сломано, собирается заново. То, что было свержено, поднимается. Мечты, которые ты похоронил, считая их мертвыми навсегда, получают дыхание жизни. Ты пока не видишь всей картины, но работа идет даже там, где тебе кажется, что все застыло в неподвижности. Небо не ограничено временем, обстоятельствами или твоими ошибками. То, что ты считал невозможным, уже решено в духовной реальности. Здесь больше нет тупиков. Здесь начинаются новые пути. Здесь раны превращаются в свидетельства, а слабость – в силу, способную двигать тебя вперед. Вот мы и подошли к сердцу этого откровения, не прерывая этот священный миг. Через несколько минут ты ощутишь тот самый внутренний сдвиг, тихое чудо восстановления. Позволь голосу небесного наставника довести тебя до полного умиротворения. Останься до последнего слова. Каждая задержка, с которой ты сталкивался, не была наказанием. Это была подготовка. Слова, которые ты слышишь сейчас, несут силу. Они касаются тех внутренних пространств, которые ты годами держал закрытыми. Свет входит туда, где долго царила тьма. Если поднимаются эмоции, если накатывают слезы, не сопротивляйся. Это знак того, что присутствие Архангела работает внутри тебя. Смягчается то, что ожесточилось, исцеляется то, что болело слишком долго. Ты просил о знаке, ты шептал в одиночестве, сомневаясь, услышан ли вообще. И вот ответ. Этот момент не случайен. Каждая секунда была отмечена задолго до того, как ты здесь оказался. Ты не просто наткнулся на это послание, оно было направлено к тебе. Был выбран именно этот миг среди миллиардов других. Небо знало, что ты несешь внутри, и знало, какие слова помогут тебе вернуться к миру. Это откровение не для развлечения, оно для пробуждения. Оно возвращает тебе память о голосе, который однажды призвал к жизни саму Вселенную. Этот голос говорит с тобой сейчас, чтобы восстановить тебя полностью. Пусть все лишнее отступит. Пусть этот момент будет посвящен тишине. Мир может подождать. Здесь происходит нечто важное. Небо ближе, чем твой следующий вдох. И прямо сейчас начинается возвращение жизни туда, где ты чувствовал опустошение. Не уходи, не пролистывай дальше. Ты искал ответы, взывал о помощи, ждал направления. И вот оно. С этого мгновения начинается исцеление. Мир возвращается. Вера загорается снова, и если ты останешься до конца, внутри тебя произойдет сдвиг, который уже не откатится назад. Тяжесть ослабнет, страх утратит власть, а пролитые слезы станут источником силы. И прежде чем мы продолжим, замри на мгновение. Сделай глубокий вдох и позволь этим словам закрепиться внутри. Если это послание оказалось для тебя своевременным, если ты почувствовал облегчение и внутренний отклик, поддержи канал «Время Ангела». Становись спонсором, и твоя помощь позволит таким небесным посланиям продолжать звучать и дальше. Знай, наше сообщество живет не только на YouTube. На других платформах каждый день тебя ждут новые слова утешения и поддержки. А в Telegram-канале ты сможешь получать свежие послания раньше всех и быть еще ближе к источнику вдохновения. Все подробности и ссылки ты найдешь в описании под видео и на странице моего канала. Благодарю тебя, драгоценная душа. Архангел Варахиил склоняется к тебе не для того, чтобы что-то потребовать, а чтобы дать именно то, о чем твоя душа молила в тишине: мир, ясность и покой. Он видел, как устало твое сердце притворяться сильным. Он слышал вопросы, которые ты никогда не решался произнести вслух. Видит ли кто-нибудь, как тебе тяжело? Замечает ли кто-нибудь, что ты держишься из последних сил? Важно ли вообще то, что с тобой происходит? И ответ один: да, тебя видят. Тебя всегда видели. Небесный страж видел, как тяжесть нарастала в груди, словно груз, который ты нес молча, стараясь не тревожить других. Он знал дрожь в твоих руках в моменты, когда силы почти иссякли, и понимал: пришло время говорить. Ты проживал дни, которые сливались в один, просыпался с сердцем, будто оно постарело на десятилетия раньше тела, и спрашивал себя, будет ли жизнь всегда такой тяжелой. Ты улыбался людям, давал советы, в которые сам уже не мог верить, одобрительно кивал, когда внутри все рвалось на части. И все это время ты не был один. Светлый защитник шел с тобой по каждому коридору твоих дней, был рядом в каждую бессонную ночь, сидел с тобой в тихих поездках, когда мысли внутри кричали. Ты не видел его, но он был там. Ты не слышал его слов, но он говорил через тот маленький огонек надежды, который отказывался гаснуть, как бы глубокой ни становилась тьма. Этот огонек – не случайность, это знак того, что тебя берегли для большего. Ты слишком долго пытался быть сильным.
Ты нес людей, воспоминания и ситуации, которые никогда не предназначались для твоих плеч. Твои молитвы стали похожи на вздохи, потому что слова стали слишком тяжелыми. Ты принимал молчание небес за отсутствие, но твой ангел-хранитель никогда не был далек и никогда не отворачивался. Он слушал, он собирал каждую слезу, упавшую тогда, когда никто не видел. Небеса никогда не игнорируют боль, они всегда откликаются. И прямо сейчас небо откликается на твою. Когда один из возлюбленных в тишине взывает о помощи, все небесное пространство приходит в движение. Ангелы замирают, ветер задерживает дыхание, потому что одно биение твоего сердца приводит в движение все Божье Царство. Ты думал, что невидим, что твоя боль слишком мала, чтобы иметь значение. Но каждый раз, когда внутри звучал шепот: «Боже, пожалуйста, посмотри на меня», он был услышан. Даже тогда, когда ты сидел в тишине, слишком уставший, чтобы молиться, был услышан крик, спрятанный в глубине твоего дыхания. Ответ приходил не всегда как мгновенное изменение обстоятельств, но как благодать, которая несла тебя еще один день. Ты мог не осознавать этого, но именно она поддерживала тебя, когда отчаяние пыталось сломить. Ты мог неправильно понимать время неба, но никогда не мог отрицать его любовь. Ты думал, что задержка означает безразличие, но это была защита. Ты думал, что молчание — это расстояние, но именно в нем небесный покровитель был ближе всего. Он не игнорировал тебя, он работал ради тебя, выстраивая то, чего ты не мог видеть, готовя именно этот момент. Тебя допустили дойти до предела собственных сил, чтобы, услышав голос снова, ты без сомнения узнал: это он. Ты чувствовал себя забытым в комнатах, полных людей, окруженным шумом, но одиноким в своей буре. Ты смеялся, когда внутри хотелось кричать, утешал других, когда сам нуждался в утешении больше всех, продолжал движение, когда душа просила тишины. Ты держался за тончайшую нить, думая, что она вот-вот оборвется. Но именно твой божественный заступник держал эту нить невидимыми руками. Каждое утро, когда ты находил в себе силы встать, каждый вдох, каждый шаг, это было тихое чудо поддержки. Знаешь, что он видит, когда смотрит на тебя? Ни падения и ни ошибки, ни истощения и ни вопросы. Он видит сердце, которое вынесло слишком многое и все еще хранит надежду, пусть даже едва заметную. Он видит того, кто был ранен, но не сломлен, истощен, но все еще держится. Он видит красоту, поднимающуюся из пепла, веру, очищенную огнем, любовь, пережившую каждую душевную рану. Этот момент устроен не случайно. Он пришел потому, что больше нельзя было позволить тебе верить, будто твоя боль остается незамеченной. Пришло время положить к подножию небес то, что ты слишком долго нес в одиночку. И если ты чувствуешь отклик в сердце, напиши прямо сейчас в комментариях: «Я принимаю мир и поддержку Господа». Пусть эти слова станут точкой опоры и подтверждением того, что ты больше не один. Поделись этим посланием с теми, кому сейчас так же тяжело, и тогда свет этих слов коснется их жизни. Ты не был забыт ни на мгновение. Твоя усталость замечена, твоя боль услышана, и теперь начинается время, когда тебе больше не нужно держаться из последних сил. Поддержка уже рядом, мир уже входит. Покой уже касается твоего сердца. Возлюбленная душа. Это послание, протянутая к тебе рука, чтобы снять ту тяжесть, которую ты носил слишком долго. Это тихий шепот архангела Варахеила. Остановись и отдохни. Тебе больше не нужно проходить через это в одиночку. Бывают моменты, когда небеса приходят мягко и незаметно, а бывают мгновения, когда вмешательство необходимо срочное. Сейчас именно такой миг. Твой день был прерван не случайно, потому что твой дух кричал громче, чем ты сам осмеливался признать. Ты пытался заглушить боль суетой, шумом, делами, даже внешней правильностью и обязанностями, подменяя ими живую близость. Но ничто не способно успокоить душу, кроме истинного присутствия. Ты был создан для этого единства, и то беспокойство, которое ты ощущал внутри, не признак поражения. Это вечность, вложенная в тебя, вечность, зовущая домой. Не думай, что небеса гневаются из-за твоей усталости или отдаления. Светлый наставник знает, как легко потеряться в этом мире, как одиночество может тянуться следом словно тень, и как страх нашептывает, будто ничего уже не изменится. Но услышь, рядом с небесами все может измениться в одно мгновение. Одна встреча способна стереть годы боли. Одно прикосновение духа разрушает ложь, в которую ты верил слишком долго. Этот разговор готовился дольше, чем ты можешь представить. Каждая закрытая дверь, каждая задержка, каждое разочарование, которое привело тебя сюда, были частью выверенного плана. Некоторые вещи завершались не для наказания,
а ради защиты. Ответы задерживались не для раны, а для того, чтобы взрастить в тебе веру, которую уже невозможно поколебать. Вера рождается в ожидании, сила куется в тишине. Надежда становится глубокой, когда проходит через немыслимое. Ты спрашивал, почему был избран именно ты, и небеса отвечают: потому что тебе можно доверить рост, потому что в тебе есть свет, который продолжает гореть даже при самом сильном ветре, потому что твое сердце все еще способно любить, даже будучи раненым. Ты не подвел небеса тем, что боролся, ты уже показал силу тем, что выдержал, и даже если тебе кажется, что ты всего лишь выживаешь, духовный проводник видит нечто куда более прекрасное. Это твое становление. Этот момент свят не потому, что все должно измениться мгновенно, а потому, что ты начинаешь осознавать, небеса были рядом все это время. Даже воздух, которым ты сейчас дышишь, наполнен этой близостью. Тепло, поднимающееся в груди, не случайное ощущение. Это напоминание духа: ты не забыт. Небеса замирают, когда одна душа взывает о помощи, потому что ты значишь куда больше, чем думаешь. Ты не просто лицо в толпе. Тебя знают до глубины твоего существа. Небесный защитник знает твой смех и твои слезы, знает мечты, которые ты похоронил, и страхи, которые прячешь. И он рядом с каждым из них. Ты задавался вопросом, как долго еще сможешь держаться, и сейчас звучит ответ: тебе больше не нужно держаться в одиночку. Тебя обнимают, тебя укрепляют, тебе возвращают покой. Это твоя святая пауза, момент, когда небеса склоняются и говорят: ты не пустое место. Пусть эти слова войдут глубже. Тебя видят, тебя знают. За тобой следует неустанная любовь. Каждый шаг твоего пути вел именно сюда, чтобы ты услышал этот голос. Тебя любят без меры. Останься в этом мгновении, не спеши проходить мимо. Пусть твой дух обретет здесь покой. Ты не нашел это послание, оно нашло тебя, потому что небеса были решительно настроены достучаться до тебя. Даже когда мир продолжает свой бег, все останавливается ради тебя. Твоим слезам по-прежнему есть место, твой самый тихий вздох услышан. Небо и земля приводятся в движение, чтобы напомнить тебе: ты принадлежишь свету. И прямо сейчас небеса затаили дыхание и ликуют, потому что ты остановился достаточно надолго, чтобы снова услышать этот голос. Небесный страж видел все, каждую скрытую внутреннюю битву, каждый безмолвный крик, каждую слезу, пролитую в одиночестве. Видел, как ты держался на людях и падал в тишине. Видел силу, которую ты проявлял, пока душа дрожала от боли без имени. Ты думал, что никто не замечает, но небеса были рядом в тот момент, когда тело молчало, а дух жаждал облегчения. Каждая молитва была услышана, даже та, которую ты считал растворившейся в пустоте. Ни одно почему не было проигнорировано. Были ночи, когда ты смотрел во тьму, уверенный, что о тебе забыли. Ты принимал молчание за равнодушие, но это молчание никогда не было отсутствием. Небеса были ближе, чем дыхание. Когда ты плакал в темноте, тебя укрывали присутствием. Когда ты шептал, что никто не понимает, ответ уже звучал. Понимание есть. Каждую волну боли, каждую попытку утянуть тебя вниз, небеса проживали вместе с тобой. И сейчас ты не один, ты услышан, ты возвышен, ты любим. Хранитель благословений был рядом в твой самый темный час. Не как наблюдатель издалека, а как присутствие, которое удерживало тебя, даже когда ты этого не ощущал. В те мгновения, когда внутри звучало: «Я больше не могу», он уловил это еще до того, как усталость перешла в отчаяние, и превратил твой предел в источник силы для завтрашнего дня. Каждый раз, когда тебе казалось, что все кончено, в тебя вдыхалось мужество прожить еще один день. Ты думал, что это была твоя собственная стойкость, но на самом деле сила вливалась в твою пустоту свыше. Когда внутри звучало: «У меня никого нет», пространство вокруг наполнялось невидимой охраной. Когда ты чувствовал себя незамеченным, этот момент отмечался в вечности. Когда ты шептал, что не можешь сделать ни шага, тебя несли. Даже если ты не осознавал, чьи это были объятия. Ты не представляешь, от скольких битв ты был защищен. Те сражения, которые ты видел, были реальны, но еще яростнее были те, что происходили в мире незримом. Стрелы, направленные в твое сердце, останавливались прежде, чем достигали цели. Слова, сказанные втайне, лишались силы. Духовные атаки сокрушались, а даже допущенная боль была точно измерена. Не для уничтожения, а для формирования. Каждая рана со временем становилась источником благодати. Когда тебе казалось, что ты ломаешься, в тебе строилось нечто нерушимое. Молитвы, которые выглядели безответными, не исчезли. Они были сохранены как драгоценность. Работа шла в тишине,
Ответы сплетались для времени, к которому ты тогда еще не был готов. Ты хотел быстрых решений, но формировалось глубокое восстановление. Ты хотел выхода, а взращивалась выносливость. Ты хотел бежать, а становился непоколебимым. Вестник успокоения видел и то предательство, которое ранило глубже всего. Видел, как доверие разрушалось, и как ты нес эту боль молча. Видел, как ты начинал сомневаться в собственной ценности из-за того, как с тобой обращались. Видел твои попытки прощать, даже когда рана открывалась снова. Видел, как ты избегал отражений, потому что они возвращали слишком много боли. Его взгляд ни на мгновение не отрывался от тебя. Слабость не осуждалась. Рядом было терпеливое присутствие, ожидающее, когда ты осознаешь, ты не был оставлен. Когда ты просил знак, он приходил не громом, а покоем. В нужный момент, через сообщение, через внезапную ясность, через тишину, которая гасила панику. Это было сделано тихо, потому что твое сердце в тот период нуждалось не в силе удара, а в мягкости рассвета, входящего сквозь занавес. Ни одна слеза не была напрасной, каждая была замечена, сохранена и учтена. Эти безмолвные молитвы, которые поднимались из глубины, когда слова уже не находились, стали влагой для будущей радости. Они прорастут красотой, которую ты пока не способен представить. Когда ты смотришь на свои шрамы и видишь поражение, небеса видят выживание, видят доказательство того, что то, что должно было уничтожить тебя, не смогло. Ты выдержал то, что другие считали концом, и ты все еще здесь, дышишь, идешь, живешь. Когда ты чувствовал себя невидимым, тебя видели. Когда казалось, что тебя не слышат, тебя слышали. Когда ты считал себя нелюбимым, любовь была рядом, неизменная и вечная. Небесный заступник не видит в тебе ярлыков и ошибок, которыми ты пытался себя определить. Он видит мужество, с которым ты вставал, когда сердце было слишком тяжелым. Видит добрые слова, произнесенные через боль. Видит веру, сохраненную тогда, когда все вокруг склоняло к отказу. Видит сердце, которое после ран все равно выбирает сострадание. Ты думал, что если люди уходят, то уйдет и свет. Но это не так. Присутствие оставалось, даже когда ты переставал молиться, даже когда сомневался, даже когда отталкивал. Любовь не отступала. Шаги, которые ты считал ошибками, были обходными путями защиты. Закрытые двери были щитом, а ушедшие люди – освобожденным местом для лучшего. Боль не была наказанием, она стала формированием. Каждый сезон печали готовил тебя к радости, которую невозможно отнять. Ни один шаг не был потерян, ни одна слеза не оказалась лишней. Любовь не уменьшалась ни на мгновение, она была раньше твоего понимания, оставалась во время бегства и не исчезала в слабости. Она постоянна сегодня, завтра и во все времена. И вот ты у самой цели, осталось всего пара минут. Но именно в них – печать и окончательное утверждение этого покоя в твоем духовном мире. Не уходи на самом пороге своего обновления. Дослушай до последнего звука, до тишины, в которой рождается непоколебимая уверенность в том, что ты любим. Не молчи, дитя небес, провозгласи и запиши в комментариях. Меня окружает свет утешения, и я впускаю его в свою жизнь. Пусть эти слова закрепят то, что уже было выстроено сегодня. Благословенная душа. Если ты был с этим посланием до конца, значит внутри тебя действительно что-то откликнулось. Ты слишком долго держался, слишком долго нес больше, чем должен был, и слишком редко позволял себе остановиться. Эти слова пришли не для того, чтобы подтолкнуть тебя еще сильнее, а чтобы напомнить, сейчас можно отдохнуть. Поделись этим видео с теми, кто тоже устал быть сильным, возможно, им крайне необходима такая же тишина и поддержка в этот момент. Если в тебе появилось хоть немного облегчения, если стало чуть спокойнее внутри, оставь слова благодарности в комментариях, простые, свои, от сердца. Пусть это будет твой знак, что ты больше не несешь все в одиночку. Поставь лайк и подпишись на канал «Время Ангела», чтобы эти послания продолжали находить тех, кому они действительно нужны в сложные моменты. Сохрани это видео и возвращайся к нему, когда снова почувствуешь усталость или пустоту. Пусть оно напоминает тебе. Ты не сломался. Ты не опоздал, и твоя жизнь не остановилась. Ты просто долго шел без передышки. Архангел Варахиил благословляет тебя светом утешения, и с этого момента тяжесть начинает постепенно растворяться, а жизнь возвращается в твое дыхание. Аминь.